Салют, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий. Я, как бы сказать, музыкальный критик, а также заведующий живым уголком. Самое забавное приключение моей жизни с группой U2 это было уже в наше время, 2010 год. U2, значит, выехали на мировой тур, и в этом туре значилась впервые в их истории Москва, столица Российской Федерации, стадион Лужники, в прошлом имени Ленина. Значит, U2 к этому делу подошли серьезно. Они вообще такие ребята интеллектуальные, такие стратегически думающие, особенно Боно. Боно он вообще, то есть я помню, я когда-то или говорил, или писал, что Боно надо было бы сделать генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Уж точно было бы получше нынешних мудаков. За несколько месяцев до своего прибытия в Москву Боно мне написал, что они приезжают в Москву и что он очень хотел бы, поскольку, Россия, это там не Голландия, там, и не Малайзия. Эта страна, в общем-то, все-таки особенная в некоторых отношениях, в частности, в историческом, в плане там всяких войн холодных и горячих и так далее. Он сказал, что хотел бы пригласить на выступление U2, и чтобы он вышел на сцену, какого-нибудь российского музыканта. И спросил меня, кто бы это мог быть. Я ответил, и надо сказать, что, в общем-то, особых сомнений по этому поводу не испытывал. Я сказал, что это Юрий Шевчук, потому что Шевчук тогда как раз был, на острие, он был, помните там все эти истории по поводу Юры музыканта, там и так далее. Я порекомендовал Шевчука. Следующим этапом этой истории было то, что ютушники сказали: все хорошо, мы прочли про Шевчука, да, интересный парень, политизированный, с правильной, свободолюбивой, демократической позицией и так далее, то, что надо. Но мы хотели бы еще все-таки знать, какую музыку его группа ДДТ исполняет. Я им послал, всякие эти ссылки, линки и прочие ютубы на группу ДДТ. Они все это дело послушали, приняли к сведению, им это тоже понравилось. И потом, собственно, они и приехали в Москву. Я предварительно Шевчуку позвонил, а это было как раз тогда шла история с Химкинским лесом. 22 августа был этот знаменитый митинг на Пушкинской площади, где был Шевчук, еще там всякие люди, Женя Чирикова, главный организатор, я этот митинг вел и так далее. Там несколько тысяч человек собралось на Пушкинской площади, и это было как раз точно тогда же, тоже август 2010 года. Я, честно говоря, не помню, что было раньше. Концерты U2 или демонстрация на Пушкинской, но, по-моему, сначала была Пушкинская, а через несколько дней после этого, или там через неделю после этого, концерт U2. Пришли мы на этот концерт, пришли в такой компании. Я был с женой Верунчиком, и у нас только-только родилась дочь Лидия. То есть Лидия родилась 2 июля, а это было где-то, в августе. То есть Лидии был месяц или месяц с небольшим. Но мы, естественно, ее не могли оставить дома, так что пришли с новорожденным младенцем туда. Нас устроили, естественно, музыканты у себя в гримерке. Там были всякие очень трогательные вещи. Естественно, Лидии очень всем понравилось. Боно ее благословил. Но он же такой ирландец, католик. Он, ее там как-то благословил, перекрестил и так далее. Это все было очень круто. Но все оказалось не так просто. Боно сказал: я хочу, чтобы Юра был тут же. Да, кстати, интересно, насколько на самом деле люди серьезно и ответственно относятся ко всему. Они действительно послушали записи ДДТ, и между Боно
и Шевчуком состоялась долгая беседа, ну, что значит долгая, ну, минут 10. Боно просто анализировал какие-то записи Шевчука там. Значит, говорил, вот на этом альбоме нам понравилось вот это, и вообще вот здорово вы, Юра, делаете, что какие-то элементы там русской народной песни сюда включаете, это и необычно и свежо звучит там и так далее. Вот, в общем, то есть он на самом деле послушал ДДТ, что меня даже немножко удивило, но произвело прекрасное впечатление. А главное то, что он сказал, что, Юра, я хотел бы, чтобы вы в конце концерта, значит, вышли на сцену, и мы бы спели песню Боба Дилана «Knocking on Heaven's Door». Знаменитая легендарная песня Дилана, и тут возникла проблема. Шевчук сказал, я по-английски, в общем-то, я английским языком не владею, эту песню я спеть не смогу по-английски. Вот. Что, конечно же, для Боно было некоторой неожиданностью, да, потому что он привык к тому, что если рокер, то, естественно, там знает английский язык, знает наизусть классику Боба Дилана и так далее. Тогда я начал эту песню срочно переводить. То есть я перевел на русский язык эту песню «Knocking on Heaven's Door». Юрка, значит, этот текст быстренько выучил, но на самом деле все это было совсем не быстренько. То есть большую часть концерта я пропустил. То есть большую часть концерта я занимался переводом песни «Knocking on Heaven's Door», а также, значит, мы с Шевчуком эту песню распевали. Но все в порядке. Он, значит, эти самые строчки выучил. Естественно, не всю песню, только один куплет и припев. Вот. Ну, в общем, так все оно и произошло. Шевчук вышел на сцену, спел эту песню. Это была полная сенсация. Организаторы концерта, российская промоутерская компания, кстати, мои бывшие партнеры, Надя Соловьева и компания, они были, ну, скажем так, не очень довольны. Тут уже одеваться было некуда. Хозяин-барин. А хозяин тут был определенно Боно. Вот, поэтому никакие там эти политические сомнения тут не могли играть никакой роли. В общем, вот так вот это все случилось. Вот. И была, конечно, радость и счастье. Вот, Юрка потом долго этот эпизод вспоминал. Ютушникам тоже все очень понравилось. В общем, все было очень хорошо. Вот. И трудно даже поверить, что когда-то такое было возможно. Еще в 2010 году Лидии вот уже исполнилось 13 лет. А как изменилась жизнь? К сожалению, исключительно в худшую сторону. На этой малооптимистичной ноте я и хотел бы завершить свой рассказ о группе U2. С тех пор, с 2010 года, я, к сожалению, ни с Боно, ни с Эджем не встречался, хотя очень может быть, что скоро, когда как-нибудь станет поспокойнее, эта встреча и произойдет, а может быть, мы что-нибудь сможем замутить с этими же прекрасными товарищами по поводу Украины и глобального мира. Потому что, как вы знаете, U2 как раз в усеченном составе Боно и Эдж, они приезжали в Киев и дали там маленький концерт во время бомбежки на станции метро. Это была очень громкая история прошлогодняя. Вот. В общем, парни остаются верными себе. И это здорово, они молодцы. Все, ребята, пока счастливо. Это был Артемий Троицкий, «Живой уголок». Думаю, скоро наступит осень, и тогда уже мы с вами встретимся в не менее живом, чем наш уголок, эфире. Всем пока.